Настоящий символ мудрости и силы. На его стороне впечатляющие размеры, невероятная маневренность, абсолютное бесстрашие и удивительно развитый интеллект, позволяющий справиться с любой задачей. Но если навыки воровства не актуальны, он превращается в искусного охотника, способного настигнуть самую неуловимую добычу. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска — Ворон. Ворон широко распространен почти по всему северному полушарию, и это крупнейший представитель не только семейства, но и всего отряда воробьинообразных. С размахом крыльев до 1,5 метров эти птицы могут весить до 2 килограмм. Большинство членов семейства Врановых отличаются высоким интеллектом, и ворон, разумеется, не является исключением. Эти птицы имеют превосходную память и показывают впечатляющие способности к обучению. Для них словно нет невыполнимых задач, и когда клюва и лап недостаточно для достижения цели, ворон превращает окружающие объекты в действенные инструменты. Эти пернатые не упустят своего шанса. Они строят логические цепочки и анализируют ситуацию, поэтому даже спрятанная под водой наживка рано или поздно окажется в цепких когтях. Вороны – всеядные птицы, но мясо всегда находится на верхней строчке рациона. Поэтому при виде манящего лакомства они готовы составить конкуренцию даже беркуту. Бросать вызов такому гиганту – глупая затея, но хитрецы знают немало способов, чтобы вынудить противника покинуть желанную тушу. Справиться с задачей проще, когда поблизости много себе подобных, но и в одиночку ворон бесстрашно нападает на орлана, превосходно зная, что на земле тот не сравнится с ним в ловкости. Хищник быстро устает от лишнего внимания, и ворон вновь без особых усилий добивается своего. Но если привычной падали нет рядом, внимание пернатых переключается на живых млекопитающих. У воронов превосходное зрение, значительно превосходящее человеческое. Они различают цвета, имеют широкий угол обзора и с легкостью фокусируются даже в полете, что позволяет уловить движение потенциальной добычи и, словно внезапный порыв ветра, застать ее врасплох. Острый клюв превосходно подходит для разделывания целей, но столь мелкая добыча без раздумий заглатывается целиком. В отличие от хищных птиц, ворон лишен смертоносных когтей, поэтому при охоте на более крупную цель он полностью полагается на массивный клюв, что в сочетании со скоростью позволяет ему поймать даже ловкого грызуна. Удерживая трофей за хвост, ворон не забывает о мерах предосторожности, лишая добычу возможности провести контратаку. Невзирая на размеры, даже на земле птица перемещается невероятно ловко, методично нанося жертве все новые удары. Поэтому сбежать от такого умелого охотника не представляется возможным. За свои пристрастия в еде ворона нередко называют птицей-мясником. В качестве мишени может быть выбрана даже взрослая крыса, но такая добыча может дать отпор. Поэтому атака способна обернуться длительным противостоянием. Ворон с особой тщательностью выбирает момент для атаки, своевременно избегая каждого выпада грызуна. Несмотря на разницу в размере, крыса может быть очень опасна, ей достаточно вцепиться в тело противника, и острые зубы быстро сделают свое дело. Поэтому ворон не спешит, а планомерно изматывает свою жертву, провоцируя на атаку и уворачиваясь в последний момент. Наконец, когда крыса измотана, птица становится все более активной в нападении. Удары тяжелым клювом эффективны против тонкокожего противника, поэтому участь грызуна известна заранее. Жертвой могут стать даже кролики. Но в основном под пристальным вниманием находятся малыши, не способные быстро найти убежище. В большинстве случаев мать самоотверженно пытается прогнать наглого гостя,
Но ворон невероятно расчетлив, и он уверен, что рано или поздно подходящий момент будет найден. Сообразительность позволяет ворону чувствовать себя комфортно даже среди множества конкурентов. Используя проверенную тактику, он успешно сеет вражду между превосходящими в размерах падальщиками. И пока они выясняют отношения, хитрец успевает урвать лакомый кусочек. Как и ближайшие родственники, ворон – умелый разбойник, который не упустит возможности полакомиться чужими яйцами, а с учетом размеров в опасности потомства большинства пернатых. Вороны очень территориальны, и в своих владениях они могут стать крайне назойливыми, в том числе для более опасных птиц, среди которых часто бывают даже орлы. Кажется, этот ястребиный орел удивлен бесстрашию соседа. Хищник обладает куда более высокой скоростью, но ворон очень маневренный. Он способен выполнять головокружительные трюки, что позволяет избежать острых когтей соперника. От пристального внимания не уйти даже ягнятнику, хотя тот в разы превосходит ворона в весе. Если же посторонний высматривает потомство, заботливые родители без сомнений бросаются в атаку, даже если перед ними грозный орлан-белохвост. Несмотря на разницу в размерах, чаще всего самоотверженность вынуждает незваного гостя спешно покинуть чужое воздушное пространство. Немало свободного времени вороны уделяют не самым обычным занятиям. Благодаря высокому интеллекту птицы проводят время с пользой, и подвижные игры могут быть не только развлечением, но и частью социальной активности, а также тренировкой навыков выживания. У ворона не так много естественных врагов. Во многом это заслуга размеров, ведь взрослая особь крупнее многих хищных птиц. Однако такие гиганты, как беркут, могут с легкостью расправиться почти со всеми пернатыми соседями, в том числе и с вороном. Но учитывая развитый интеллект, эти птицы научились избегать неприятностей и сводить опасные встречи к минимуму. Популяция воронов весьма устойчива, ведь они приспосабливаются практически к любым условиям и едят самую разнообразную пищу. И хотя из-за конфликтов с человеком в отдельных регионах численность птиц заметно снизилась, в большей части ареала эти величественные и умные создания чувствуют себя превосходно. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!